Паразиты медленно убивали бедного льва. Но то, что сделал рейнджер, всех шокировало. В бескрайних просторах африканской саванны мир, где жизнь и смерть находятся в постоянном равновесии. Здесь, среди выжженной солнцем земли, расположен национальный парк Серенгети, огромная территория, где каждое существо подчинено законам природы. В этом суровом, но гармоничном мире работал рейнджер по имени Даниэль. Он посвятил свою жизнь защите дикой природы. Для него это была не просто работа, это стало его призванием. Каждый день он патрулировал территорию, следил за состоянием животных, помогал раненым и боролся с браконьерами. Со временем он научился понимать саванну так, будто это открытая книга. Знал маршруты зверей, их повадки и скрытые тропы. Однажды утром во время очередного объезда его внимание привлекло нечто странное. В стороне от дороги среди колючих кустов лежало крупное неподвижное тело. Сначала он подумал, что это мертвое животное, возможно, очередная жертва браконьеров. Но, подойдя ближе, он заметил слабое движение, едва заметный вдох. Перед ним оказался лев, истощенный, почти безжизненный. Его тело было покрыто пылью, шерсть свалялась, а ребра резко выделялись под кожей. Когда-то сильный и величественный хищник теперь выглядел как тень самого себя. В его потускневших глазах все еще оставалась искра жизни и немая просьба о помощи. Даниэль узнал его. Это был Симба, старый лев, которого давно знали в заповеднике. Раньше он был грозным хозяином этих земель, но теперь находился на грани смерти. Рейнджер понял, времени почти не осталось. Он достал из машины кусок мяса и осторожно положил его неподалеку, надеясь, что это даст животному силы продержаться. Однако, подойдя ближе, он увидел еще более ужасающую картину. Все тело льва было усыпано паразитами, клещами, впившимися в кожу. Но хуже всего была глубокая рана в боку, внутри которой кишели личинки. Они буквально разъедали плоть заживо. Понимая серьезность ситуации, Даниэль немедленно связался с ветеринарной службой. Вскоре на место прибыла мобильная команда специалистов. Чтобы безопасно осмотреть животное, его усыпили с помощью транквилизатора. Обследование показало причину состояния льва. В его теле находилась пуля, оставшаяся после выстрела браконьеров. Именно она вызвала инфекцию, которая ослабила организм и позволила паразитам распространиться. Было принято решение срочно оперировать. В течение 1,5 часов ветеринары проводили сложную операцию. Извлекали пулю, очищали рану, удаляли личинки и обрабатывали поврежденные ткани. Это была борьба за жизнь буквально на грани. После операции Симбу перевезли в реабилитационный центр. Первые дни были критическими. Он был слишком слаб, чтобы двигаться. Сотрудники опасались, что он может не пережить ночь. Но постепенно начались изменения. С каждым днем лев становился крепче, его движение увереннее, а взгляд живее. Между ним и Даниэлем возникла особая связь. Лев начал узнавать своего спасителя, реагировать на его голос и присутствие. Он встречал его спокойным, глубоким рыком, в котором уже не было угрозы, только принятие. Прошло 3 месяца. Симба полностью восстановился. Его тело вновь стало сильным, грива густой, а движения уверенными и грациозными. Настал момент возвращения в дикую природу. Когда клетку открыли, лев не спешил уходить. Он вышел медленно, остановился и обернулся. В его взгляде словно отражалась вся пережитая история. Боль, борьба и спасение. Это был момент молчаливой благодарности. Спустя годы Даниэль во время патруля заметил львиный прайд. Среди животных он увидел знакомого самца со шрамом. Это был Симба. Но теперь он был не один. Рядом находились львицы и подросшие львята.
Лев подошел ближе к машине и посмотрел прямо на человека. В этом взгляде чувствовалась сила, спокойствие и память о прошлом. Казалось, он узнал своего спасителя. Эта история стала ярким доказательством того, что даже в мире дикой природы, где правят суровые законы выживания, есть место состраданию. И иногда один поступок человека способен изменить не только судьбу одного животного, но и продолжение целого рода.